I'm more confident and more grown up. Even though I don't like how I look in a bikini, I like it that I'm a grown-up decorator now. Очень тоже человеческий ответ и очень правильный, то есть по-другому никак не бывает. Когда она не помнит, когда это было, потому что ей было 13 лет, когда она начала работать вместе с отцом и помогать ему в его ремесле. Что это именно было, она не помнит, но она помнит свои ощущения. Разумеется, как вы думаете, что это было? Это был страх, это была нервозность, и это было боязнь ошибиться и сделать что-то не так, напортачить. И, конечно, это был жуткий стресс. Когда она сделала, ее похвалили, разумеется, что она чувствовала? Удивительно, она чувствовала себя счастливой. Так она и сказала. Вот. Поэтому здесь секрет вот только такой. Делать. Еще в конце Алекса что-то сказал, и я забыл. Вот я вроде главное перевел, да. Еще раз спросим, а то пока женщина. Tell us some crazy story about your project with biggest budget. Расскажите нам о проекте, какую-нибудь такую классную историю нам про проект с самым большим бюджетом. I had to, it was for a client in New York. It wasn't the biggest project ever, but I was tasked with finding pure white onyx pavers that measured, I don't know metric, but 2 feet by 3 feet for the entire ground floor of the apartment. So you know white onyx. White onyx has green running through it, or it looks like, poop. So finding that stone was incredibly hard. And there was one day I was on the street. I'm going to tell you two stories about the same project. One day I was on the street and the client called me and he said, I'm going to fire you. Why don't I have this onyx? You showed me a small sample. Note to self, don't ever do that again. But you showed me a small sample. It was pure white. Why haven't you found it yet? And I remember being on that street corner being like, what is happening? And having to talk him down off the cliff. And we ended up, I had to travel all over the world to find this onyx, and the result is I can no longer work with onyx. I hate onyx. But that was one crazy story. Это проект, может быть, не самым большим бюджетом, но с сумасшедшими желаниями заказчиков. В Нью-Йорке был заказчик, который пожелал иметь у себя пол из больших плит натурального белоснежного. Знаете, это, скажите громко, слэм? Да, я говорю, да, вот такие большие плиты камня белоснежного. Все понимают, что оникс, в общем-то, он зеленоватый, как минимум, а не белоснежный. Ну, разными оттенками, но тут надо белоснежный. В общем, это было какое-то сумасшествие. У меня такое ощущение, что я объехал весь мир. Вот, потом он объявлял еще, и звонил, говорил, где-то он недостаточно белый, где там большой образец. В общем, неприятно, она нашла. Да. Но важный момент, который привел, с тех пор она с ониксом не работает. Another crazy thing happened where I was 44 stories up in this building with the onyx, and they were replacing the windows, and the windows were, each window was this tall and that wide. And when they removed one of the windows, it created a vacuum, and another window sucked out of the building and went crashing 44 flights down to 2nd Avenue. And nobody was hurt, and no cars crashed, and that was the craziest. That and the time that a whole shipment of outdoor furniture arrived in the Bahamas and there were bananas inside instead of the furniture. Bananas. Вообще, знаете, я могу много историй порассказывать. Например, в этом же здании на 44-м этаже делал другой проект. И нам нужно было поменять один из оконных проемов. Размер был вот такой. На вот такой. Мы его вынули, это 44-й этаж, там ветра и прочее, образовался эффект вакуума, и вышибло соседнее окно. Это соседнее окно, он летит на 2-ю авеню. Вы себе представляете, что Нью-Йорк? Это просто паутина из улиц, где, я не знаю, свободного места нет. И падает с 44-го этажа, килограмм так 20 веса, на землю.
Это не попало ни на машину, ни на человека, ни на кого. Вот такая судьба. А еще такая история, ну так уж совсем для острастки, отправляли на Багамы целый контейнер антиквариата, дорогущая мебель, пришли бананы. Целый контейнер бананов. No furniture, bananas galore. Такой банановый рай. Никакой, пожалуйста, мечты сбываются. Нет, вот... Final question? Don't put it on me. Regina's the bad guy. Может еще чуть-чуть? Давайте 5 последних. Ну, давай. Да, вот. Скажите, пожалуйста, вашу информацию. Самое интересное для вас Okay, we are 10 people. On every project, I'm on every project, but I'm on a project with another designer. I have 5 designers. I do not call them my assistants, and I do not call them my employees. I call them my colleagues. I want, you know, I don't want, like I hate it when clients will say, oh, send over one of your girls, and you know, they are grown-ups and they're great talents, and we collaborate on everything, which is great, because you know how when you're just by yourself, you can have what you think is a great idea and it can be a horrible idea. So it's wonderful to collaborate with them. They also do all of the purchase orders and the coordination, so that I can move from project to project to work on the design. Then I have a drafting department. We don't do anything by CAD, but we have to sometime soon. It's terrifying. And we have bookkeeping, and we have deliveries and reception. В команде 10 человек, четко разделены роли. 5 из них, половину, то есть, составляют дизайнер. Они мои коллеги, я их называю не подчиненными, не наемными. Это мои коллеги, которые сотворят со мной. Я ненавижу, когда мои клиенты говорят, подходите мне от ваших девочек, чтобы я с ней там обсудил. Нет, это люди, с которыми я работаю в команде, на равных, и очень важно, что они у меня есть в качестве именно равноправных коллег, потому что тоже бывают свои заскоки, делают что-то такое, и они тебя останавливают, они дают свою обратную связь и помогают сделать лучше то, что ты делаешь. А также есть люди, которые занимаются отдельно рисовкой в цифре. Это сейчас я не люблю это делать, но это приходится делать по требованиям некоторых проектов. Также есть люди, которые отвечают за логистику, закупки, и люди, которые отвечают за хранение и распределение образцов, ну и секретариат. Ну давайте, вот вы так сильно тянули руку. Вам попадается заказчик, у которых ужасный вкус. Вы принимаете решение их брать и воспитывать долго и упорно. Или вы отказываетесь от заказчика? That should not be your client. If you look at what your client likes, no. If you don't like what your client likes, they will never like what you like. You have to, okay, it's different if you need the job to pay the bills. Then you just suck it up. But if you are at a point where you can say yes or no to a job, you should say no to people whose taste is so far from yours. If you can afford it. Представляете, я не доперевел то, что вы сказали, я думаю, она не понимает по-русски все же. Но она, я задал только первую фразу, полностью, мне кажется, отвечает на ваш вопрос. Она говорит, что если вы понимаете, что вы opposite, то есть вы противоположны с этим клиентом, вы не близки друг к другу ни по личностным каким-то качествам, ни по своему вкусу, ни по представлению о прекрасном, вы просто далеки, очень далеки. Нет. Просто не тратьте свое время. Я понимаю, надо платить деньги там по счетам, нужно содержать семью. Нет, не тратьте себя на это, потому что ничего путного не получится. But if you need the money, do the work. Но No, do the work and it'll get better, because we have to make money so we can go to the next project. уж если совсем с деньгами плохо, значит, бери. Может, он вас увидит на другого клиента, который это хороший. Ирина, у меня немного сняла с языка вопрос, и это даже очень хорошо. У меня возник следующий. Какие основные 5 пунктов, когда вы в первый раз видите клиента? И для вас это да, это мои люди.
5 вопросов, 5 критериев. Да, ну 5 поинтов. Okay. I asked them how they live now. Как они сейчас живут? В чем они сейчас живут? I asked them how they want to live. Второй вопрос, как они хотят жить. I asked them to show me images of things that they love, and that could be their own stuff. Какой-то стандартный ответ. Потом я прошу их показать картинки, которые их представляются то, чем они хотят обладать. I show them my work and ask, I mean, this is probably first. I show them my work and say, what of these various things do you like? Потом показываю то, что я делаю, свои проекты, и спрашиваю, а вот из этого нравится? Вот что вам близко из того, что я делаю? And I ask them if they have a budget in mind. Ну и я, конечно, интересуюсь их бюджетом. И сколько они готовы вообще потратить на... And sometimes, if they give me the plans for their house or their apartment, I can quickly do furniture plans. And using my furniture plan, I will create a budget. So just knowing what they showed me, what they liked, I know what price range we're talking about, more or less. And I will create a budget like based upon the furniture plan. So 3 pairs of curtains, 2 chairs, a 7-foot sofa, 8 pillows, a chaise, blah, 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 blah. And I will put it on a spreadsheet. And then the spreadsheet will add all of those numbers for each room, and then it will total the project at the end. And sometimes the range is very huge, but I will say to them, this is the range of the budget I think you need. And sometimes they go running out the door screaming, and sometimes they say, okay, this is too much, but I want to work on it. And sometimes they say, fine. But it helps figure out expectations for what I'm happy to work for less, but I can't guarantee them I can get everything done for less. We could strategize. Ну, тогда я не понимаю, о чем он. Значит, вопрос по поводу, с чего начинается, да? Вы говорили, были вопросы, которые я задал. Давайте я перейду для тех, кто не понял. Простите, я перейду то, что я показал. Итак, вопросы были заданы. Дальше происходит следующая работа. Если клиент приходит уже с готовым планом помещения, то у нас создается сразу же под эту архитектуру размещение мебели и тех предметов интерьера, которые она планирует там использовать. Получается таблица Excel, в которой будет размещена эта мебель, эти шторы, все это просчитывается еще до утверждения проекта и начала работы. И клиент получает спецификацию, где расписано, что конкретно и что в итоге. И после этого клиент либо убегает в ужасе, не ответив на вопрос, либо соглашается, но думает, ну давайте попробуем, либо говорит, отлично, давайте делать. Теперь уточните, чего вы хотите сказать. Я, может быть, неправильно выразилась. Я к тому, что какие 5 поинтов считывают клиента для того, чтобы... Психологическое лицо. Для себя как определять, что из другой клиент? Что ты ему дашь намного больше, чем он принес эти картины? Ребят, очень творческие. Я не понимаю, что вы... Простите меня, пожалуйста. Да, ну давайте ваш вопрос будет последним. Пожалуйста. Ваш. Да. По каким причинам Алекс вдруг может отказать заказчику? Бывает же. Taurus, the bull. Lots of bull. Первый вопрос был. По каким причинам она может отказать? Oh, I try never to fire a client, but I have.
And the number one reason I have fired a client is because they've treated somebody on my staff really badly. I don't mind being yelled at, but a lot of my colleagues will burst into tears if they're yelled at. And if they yell at my fabulous people, then I don't want to work for them. Ну, то, чего я точно не приемлю, это всегда ответ нет. Это если идет издевательство, грубость в отношении даже не меня даже. Я это еще могу стерпеть. Но если это происходит в отношении моих людей, моего персонала, я отказываюсь работать, это недопустимо. I recently fired a client, and I am still finishing up for them everything that I was in the process of doing. So I'm still spending a lot of time with them. And my husband laughs. He's like, if I had people working for me that pay as much attention to me as you do to the clients you fired, I would be very happy. But I feel it's a point of honor to still do your best job as you leave. Муж часто надо мной смеется, но это невозможно. Столько времени потратить на клиента, столько сил, энергии, и потом взять и отказаться. Так, в общем, категорически нельзя, но это ее путь, это то, как она живет. Спасибо. Вопрос уходит, приз уходит за вопрос про маму. Моя мама говорит спасибо. Thank you, Alexa. Thank you for this great emotional evening. Now we drink. Да.